Христианские организации со всего мира собрались, чтобы создать учебную программу для международного обучения. Цель этой программы – помочь христианам различных национальностей лучше понять свою веру и стать искренними последователями Иисуса Христа. Этот курс называется «Обзор Старого Завета». Преподает Кристофер Горнолд Смит. Урок 5. Welcome again to our studies in the Old Testament. I hope you're enjoying them, and I hope you'll enjoy this one. Добро пожаловать на изучение Старого Завета, и я надеюсь, что вы с удовольствием это делаете. Right now, we're in the life of Abraham. Мы находимся или изучаем жизнь Авраама. We saw two important things in the life of Abraham. Мы разрешили две важные вещи в жизни Авраама. Firstly, Abraham trusted God. He leaned on God with faith. Во-первых, Авраам доверяет Богу. Он как бы опирается на Бога. That was his relationship with God. Это его взаимоотношения с Богом. God made a covenant with Abraham Бог заключает завет с and made Авраамом promises to him. и дает ему обещание. And that was part of God's relationship. Это часть Божья в этих взаимоотношениях. God made two promises to Abraham. Бог дал два обещания Аврааму. He said, you're going to have a child, a son of your own, Он сказал ему, ты будешь иметь сына своего, even though now you are an old man and your wife is old. хотя сейчас ты уже старый человек, и твоя жена уже старая. And second, И во-вторых, your descendants are going to inherit a land. твои потомки унаследуют землю. Now, Abraham believed the Lord, Авраам верил Богу, but years and years went by and still no son. но годы проходили, а сына не было. And in Genesis 16, И в Бытие 16 Abraham's wife, Sarah, жена Авраама, Сара, made a suggestion. дает совет. She said, the Lord promised you a son, Говорит, Бог обещал тебе сына, but he didn't actually say me, did he? но он не сказал мне, не так ли? Perhaps your son is to be through someone else. Возможно, твой сын будет дан тебе через кого-то другого. Now, Abraham's life was something of a struggle. Жизнь Авраама находилась как бы в борьбе Between his relationship with God and his culture. между его взаимоотношением с Богом и с его культурой. Sometimes God used his culture to speak to him. Иногда Бог использует эту культуру, чтобы общаться с Авраамом. At other times, Abraham's culture was against what God was trying to do in his life. В другой раз культура Авраама выступала против того, что Бог собирался сделать с Авраамом. And that's what happened with Sarah. И это то, что произошло с Сарой. In their culture, they would have written marriage contracts. В их культуре у них был письменный брачный контракт. And in these contracts, it would say, И в этом контракте говорилось, if the wife does not have children after so many years, если же у жены нету детей на протяжении какого-то времени, then they should take a servant woman to the husband. He would have a child through her, which would be counted as their own child. тогда они могут взять служанку, и тогда ребенок, который будет дан через служанку, будет считаться их собственным сыном Now, или ребенком. God didn't say do that. Бог не сказал этого делать. That was their culture. Это была That их was part of the культура. laws in Babylon Это была часть традиции в and in the Вавилоне. old Assyrian period, И это была часть традиции в старом and ассирийском in the city периоде. of Nuzu in central Mesopotamia. Это было обычаем в Месопотамии. But you see, it's from Mesopotamia that Sarah came and Abraham came. И Сара, и Авраам, они пришли из Месопотамии. And probably they had a written marriage contract. И, возможно, у них был письменный брачный контракт. In fact, if they didn't have a written contract, they would not be regarded as properly married. И более того, если бы у них не было письменного контракта, они бы не считались законными мужем и женой. And so in Genesis 16, И в Бытие 16
The suggestion does not come from Abraham or from God. И совет этот не исходит от Авраама или от Бога. But Abraham's wife, Sarah, says it. Но жена Авраама, Сара, говорит это. She says, God has stopped me having children. Она говорит, Бог не дает мне детей. So let's do what our culture says. Давайте сделаем так, как нам подсказывает культура. Take my Egyptian maidservant, Возьми Hagar, мою служанку, Агарь, египтянку, and let's have children through her. и пусть через нее будут нам дети. It was the suggestion of Sarah herself. Это был совет Сары. And in this case, И Abraham and Sarah and Hagar followed their own culture entirely. в этом случае Сара, Авраам и Агарь следовали их культуре и их обычаям. Well, there was a child, Был ребенок, but the result was strife, dissension, anger between the people in the family. но в результате была ненависть, негодование внутри семьи. God did not suddenly jump on Abraham and judge him for it. Бог, конечно же, не наступал на Авраама и не судил его за это. But he simply said, this is not the boy. Он просто сказал, что это не тот ребенок. Your own wife is going to have a child. Твоя собственная жена And будет later, иметь his own ребенка. wife, Sarah, did have a child, И его жена Сара имела ребенка, even though she was so old. несмотря на то, что она уже была в годах. That very fact showed that what Abraham had done earlier was not in the plan of God. И этот самый факт показал, что то, что сделал Авраам ранее, не был в плане воли Божьей. God did what he said he would do, Бог сделал так, как Он сказал, but Он he did take a сделает. long time to do it. Но необходимо было подождать, выждать время. Sometimes the same in our lives, isn't it? Иногда то же самое происходит и в нашей жизни, не так ли? Well, at one point, God really tested Abraham. Однажды в один момент Бог поистине испытал Авраама. In Genesis 22, Бытие, 22 глава. he said to Abraham, Он сказал Аврааму, now take this son you love, возьми сына, которого ты любишь, the son I promised you. сына, которого я тебе обещал. Would you offer him to me as a sacrifice? Принесешь ли ты его в жертву мне? It's very important to know this, Очень важно знать следующее. that in the culture of Abraham, people offered human sacrifices to their gods. В культуре Авраама люди приносили в жертву богам детей своих. Today, if somebody said, God wants me to offer a human sacrifice, we would all say, no. Сегодня, если бы кто-то сказал, что Бог хочет, чтобы кто-то принес в жертву своих людей или своих детей, мы бы сказали нет. Because we know that God does not want that. Потому что мы знаем, что Бог не желает этого. And in fact, God forbids it. И Бог запрещает это делать. We have the Bible. У нас есть Библия. But Abraham did not have the Bible. Но у Авраама не было Библии. He's in the first book of the Bible. Он в первой книге Библии. His faith was very real, but his knowledge only went so far. Его вера была реальная, но его познания могли только достигать определенных So пределов. Abraham said, all right, I will offer my son. И Авраам сказал, хорошо, я принесу в жертву своего сына. It was a terrible experience for him. Это было ужасное переживание для него. And God allowed him to come all the way to where he was going to do it, И Бог and then God stopped him. позволил пройти определенный период, и потом в конце Он его остановил на пути. What was God doing? Что Бог делал? God was doing two things. Бог делал две вещи. He said, I want you to understand, Abraham, that this is one sacrifice I do not require. Он говорил, Авраам, я хочу, чтобы ты понял, что такого рода жертву я не требую от тебя. I am not like the gods of the heathen. Я не такой Бог, как боги язычников. But the other thing was this. Но He следующее said, Abraham, было, I do want you заключалось в to следующем. put me first, even before your son. Я хочу, чтобы ты поставил меня прежде всего, даже прежде твоего сына. I will never demand this sacrifice, human sacrifice. Я никогда не буду требовать жертву But it человеческую. is important that you love me
first. Но очень важно, чтобы ты любил меня прежде. That I come first in your life and then your son. Чтобы я был на первом месте в твоей жизни, а потом твой сын. So Abraham learned those two very important things. И поэтому Авраам научился этим двум очень важным вещам. Well, Abraham's son was Isaac. И сыном Авраама был Исаак. And Isaac had a son. У Исаака был сын, His name was Jacob. его звали Иаков. Jacob's name was later changed to Israel. И имя Иакова позже изменено было на Израиль. The word Israel actually applied to different things at different times in the Old Testament. Слово «Израиль» применялось в различное время к различным вещам. First, it was the name of a man, Во-первых, это было имя человека. Jacob, the Иакова, grandson of Abraham. сына Авраама. His name was changed to Israel. Его имя было изменено на Израиль. Later, we find a whole group of tribes Позже мы находим целую группу племен, descended from Jacob, Israel. которые произошли от племени Иакова. And each tribe has its own name. И каждое племя имело свое название, свое имя. There will be the tribe of Levi, Это были tribe левиты, of Judah, племя Иуды and so on. и так далее и тому But all подобное. of these tribes together use the covenant name Israel. Но все эти племена использовали название завета Израиль. So then it meant the covenant relationship between the tribes. И это значит, это обозначало завет между племенами. Many years later, Много лет спустя, hundreds of years later, сотни лет спустя, there was a nation, a kingdom called Israel. был народ, царство, которое называлось Израиль. And it split in two. И оно разделилось на две части. And the tribes in the south were known as the kingdom of Judah. И колено на юге, или племя And the называлось tribes in коленом the north were Иудиным. known as the kingdom of Israel. И колено на севере называлось царством Израиля. So then Israel had a third and different meaning. И поэтому Израиль уже приобрел третье значение. It had a political meaning of a group of tribes in just part of the land. Оно носило политическое значение, которое называло часть народности, которая проживала на севере. Now, during the time of the man, Jacob, Israel, И во время жизни Иакова или Израиля there was a great famine in the land. They had no food. был большой голод, не было пищи на And земле. God worked through circumstances in a wonderful way. И Бог провел работу через обстоятельства чудеснейшим One образом. of Israel's sons, Один из сынов Израиля, Joseph, Иосиф, found himself as a slave in Egypt. оказался рабом в Египте. And he became a very important official in Egypt, И он стал большим человеком в Египте. in charge of all the food. Он заведовал всей And so пищей, he всеми was able to продуктами. bring his father and his brothers into the land and save them from starving. И он смог привести своего отца и его детей в Египет и спас их от голода. They settled down. They lived there. И они там устроились и жили For там. 400 years they lived in Egypt. 400 лет они прожили в Египте. And after a while, there was a political change in Egypt. И спустя некоторое время были политические перемены в A Египте. new dynasty of pharaohs, of kings. Новая династия фараонов пришла. And they made slaves of the Israelites. И они пленили Израиль и сделали из них But рабов God had себе. made a promise to Abraham, Но Бог дал обещание Аврааму, and God was going to keep his promise to Abraham. и Бог собирался сдержать это обещание Аврааму. He would bring the Israelites back into the land of Canaan. Он вывел Израиль и привел их опять в Ханаан. Then things started to go, it seemed, very wrong. И тогда, вроде бы, кажется, вещи начали происходить Though не совсем really в правильном God was in направлении. control. Но мы знаем, что The Бог Pharaoh контролировал ordered все. the Israelites to throw baby boys into the river. Фараон отдал приказ, чтобы все израильтяне выбрасывали младенца мужского рода в реку. Because there were so many Israelites, the Egyptians were beginning to be afraid of them.
И он боялся, что израильтяне так сильно умножались And в so количестве. they did that. И они делали это. But one baby boy was saved. Но один младенец мужского рода был And he was спасен. brought up by the Egyptians И он был воспитан египтянами, because he was adopted by Pharaoh's daughter. так как он был усыновлен дочерью фараона. And he received all the benefits of an Egyptian education. И он воспользовался всеми привилегиями Of course, his образования в name Египте. was Moses. Его звали Моисей. At the age of 40, В возрасте 40 лет Moses tried to deliver the Israelites himself. Моисей попытался сам избавить израильтян By force. силой. It was not God's way. Но это не был Божий путь. It was not God's time. Это не было Божье время. Moses had to run out of Egypt as a refugee. Моисей должен был бежать из Египта как беженец, беглец. He became adopted by a group of people living in the desert. Его приняла группа, живущая в пустыне. They are called Kenites, which means metal worker. Их называли кинеи, что означало работники по металлу. And there he was a shepherd И он был там пастухом until the age of 80. до 80-летнего возраста. Then God appeared to him Затем Бог является ему. in Exodus chapter 3. В Исходе 3 глава. It's very important to see how God made himself known to Очень Moses. важно заметить, как Бог себя представляет. Moses had his flock of sheep and goats, У Моисея стадо овец, козлов. and he saw a bush burning. И он увидел горящий куст. Now that's not unusual. И это необычно. If you Здесь were нет in the ничего Sinai необычного. desert И он был в пустыне Синайской for a long time, долгое время. you would see bushes burning. И вы увидите там, как горят кусты. It's very dry, it's very hot. Очень сухо там, очень жарко. So the little thorn bushes sometimes just go on fire. И иногда эти терновые, колючие кусты They burn загораются for a сами little по while. себе. Они горят. After maybe 2 minutes, there's Может, nothing left. может быть, через пару минут от них ничего не остается. Just a little patch of black on the ground where the bush had once been. И остается только черное такое пятно от куста, который сгорел. Exodus 3, Исход 3 глава, verse 2. 2 стих. And the angel of the Lord appeared to Moses in a flame of fire from the midst of a bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста, и увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». You see, what attracted Moses was not the fact that the bush was burning, Что привлекло Моисея не тот факт, что куст горел, but the fact that it went on and on and on burning and it was not destroyed. но тот факт, что он продолжал гореть и гореть и гореть и не сгорал. Believe me, there was nothing extraordinary about the bush. Поверьте мне, нет ничего необычного в самом кусте, Nothing miraculous. ничего чудотворного, Nothing supernatural. ничего It сверхъестественного. was just one more bush like all the thousands of others in the desert. Это был просто еще один куст, который загорелся, и тысячи кустов горели Just a в little пустыне. dry thorn bush. Маленький куст колючий, который загорелся. But the fire was miraculous. Но огонь был необычным. You see, all fire needs fuel. Вы скажете, для огня необходимо топливо. You've got to burn something to have fire. Необходимо что-то, чтобы что-то было, чему было гореть, Wood? чтобы был огонь. Дерево, Or coal, уголь, or gas, газ. oil. But something Масло? has to burn. Должно быть топливо, чтобы горело.
Everything that we know in the universe is dependent on something else. Все, что мы знаем во Вселенной, оно зависимо от чего-то другого. I cannot live unless I eat. Я не смогу жить, если не буду есть. The food I eat comes from the earth. Пища, которую я ем, она приходит от земли. But the earth derives energy from the sun. Но земля получает энергию от солнца. And the sun is gradually burning up the elements that are in it. А солнце постепенно выжигает элементы, которые входят в состав солнца. All existence in the universe, Все существование во Вселенной, without exception, без исключения, is contingent or dependent on other things. зависимо от других There's no вещей. fire without a fuel. Может ли быть огонь без топлива? But here was a fire without a fuel. Но в данном случае был огонь без топлива. It burned on and on and on, and the bush was not burned up. И он продолжал гореть, гореть и гореть, и не сгорал куст. It wasn't the bush that was burning. И это не куст горел. The fire existed in itself. Огонь существовал сам по себе. That was unnatural. И это было сверхъестественным. Moses was drawn to this thing, И Моисея привлекло к this этому кусту. strange phenomenon. Это странное And then явление. God spoke to him И затем Бог проговорил к нему. and said, Moses, Moses, Он сказал: Моисей, Моисей, come here. иди сюда. Take your shoes off your feet, as is a mark of respect in your culture. Сними обувь с ног твоих в знак уважения к этому месту. You're in the presence of God. Ты находишься в присутствии Божьем. Now, God himself revealed himself as the I am. Бог открыл себя, как Он есть. Я God есть. revealed himself with a name, the name Yahweh. Бог открыл себя под именем Яхве. Sometimes we use the word Jehovah, Иногда мы используем имя Иегова. but really the original word would have been Yahweh. Но оригинальное имя или название Яхве. And it's connected with the Hebrew verb to be. И оно связано с еврейским глаголом And «быть». God himself explains it as I am that I am. И сам Бог объяснил себя: «Я есть, кто я God means есть». I am self-existent. Я самосуществующий. I am not dependent on anything. Я не зависим ни от We кого, ни said от at the чего. beginning of these series, Он в самом начале, и как мы уже сказали, in Genesis chapter 1, в Бытие в 1 главе, God created the universe. Бог сотворил Вселенную. He's not just a cosmic soul. Он не является космической душой. He's not just part of the universe. Он не является частью Вселенной. He is sovereign, Он независим, self-existent, самосуществующий, eternal. вечен. He creates, makes things to be. Он творит вещи, Он приводит их в God is the one существование. who is in himself Бог тот, который сам в самом себе, and who causes all things to be. и который приводит все вещи в And бытие, without в him, there существование. is nothing. Без Него нет ничего. The universe is not just an extension or manifestation of God. Вселенная — это не просто продолжение или проявление Бога. He exists in himself and he has made the universe. Он сам по себе существует, и Он сотворил The Вселенную. universe depends on him as creator. Вселенная зависит от Него, от Now, Творца. this was a very important revelation to Moses. И это очень важное откровение для Моисея. And the fire that needed no fuel was a visual illustration. И огонь, который не нуждался в топливе, это была видимая иллюстрация. Then God says to Moses, now you go back to Egypt. Затем Бог говорит: Моисей, можешь возвращаться в Египет. Moses did not want to go. Моисей не хотел идти. He regarded himself as a failure, Он считал, что он неудачник. which he was. Так оно и было. But God said, but it's not going to depend on you, it's on me. Но Бог говорит: это не зависит от тебя теперь, это зависит от меня. And as I am that I am with you. И поскольку я есть, кто я есть, и я с тобой,
You trust me, I'll work through you. Ты доверяй мне, и я буду работать с тобой. So Moses went back to Egypt, Моисей вернулся в Египет, and God spoke his word through Moses. и Бог проговорил слова через Моисея. God said to Pharaoh, Бог сказал king of фараону, Egypt, царю египетскому: let my people go. «Отпусти народ мой, Release the slaves, отпусти рабов, that they may serve me. чтобы они могли служить мне». Pharaoh said, who is the Lord that I should serve him? Фараон говорит: кто такой Господь, чтобы я служил ему? You talk about this Lord, Yahweh, I don't know this God. Ты говоришь о Господе, о Яхве, я не знаю этого Бога. And so there was a series of plagues in Egypt, И поэтому пошла последовательная серия бедствий в Judgments by Египте. God. Суды Божьи. Now we don't have time to do it today, У нас сегодня нет времени, чтобы and we вникнуть в won't это. have time in this series. Я имею в виду, даже нет времени But в наборе every лекций. one of those plagues was directed against one of the gods of Egypt. Но одно из этих бедствий было направлено против одного из богов Египта. There were about 2,000 gods in Egypt, Там было приблизительно около 2000 богов в but Египте. the most important ones are the objects of those judgments. Но один из них, самый важный, был это объект этих судов. It showed the non-existence of those gods. Он показал несуществование этих богов. It was not those gods that controlled the river Nile, Это не те боги, которые контролировали реку or Нил, health and sickness, или же здоровьем и болезнью, or the weather, или же погодой, or the insects and animals. или же насекомыми, или It was the животными. Lord God who did that. Это был Господь Бог, который контролировал всем этим. And so this was very important Это было очень важно for two things. по двум причинам. First, to make the Egyptian Pharaoh let the Israelites go, Первая причина, чтобы фараон отпустил израильский народ из but Египта. also for the Israelites to learn who God really was. Но также для того, чтобы израильтяне познали, кто поистине есть Бог And how great he was. и насколько Он велик. So then came the last judgment. И затем пришел последний суд. And that was the time of what we call the Passover. Это было время, как мы называем, Пасхи. It's in Exodus chapter 12. Это 12 глава Исход. God said, tonight, death is going to go through the land. Бог говорит: сегодня ночью смерть пройдет по земле. The judgment of God. Суд Божий. The oldest son in each family will die. Самый старший сын в каждой семье умрет. But if you obey me, that will not happen. Но если вы будете слушать меня, этого не произойдет с вами. Each family would take a lamb. Каждая семья пусть возьмет ягненка. Or if the families were small, they could share a lamb И between more если же than one это были family. маленькие семьи, они могли поделиться этим ягненком. They would kill that lamb and eat it during the night. Они должны убить этого ягненка и есть его в течение ночи. And they would take the blood from that lamb И они возьмут кровь от этого ягненка and make a mark over the top of their houses, И over помажут- the lintel across the door, помажут косяки дверей and on the posts at the side of the door. И это будет помазан сверху And над then дверью they would stay in косяк that house. и вертикальный косяк. Это будет And no one in знамение that house would для этого die. дома, для того, чтобы никто в этом доме не умер. And so they did that. И они сделали это. And as a result, they did not die. И в результате никто не умер в этих домах. Well, the next morning, the Egyptians said, "We've had enough, you go on." На следующее утро египтяне говорят: этого достаточно, уходите. And they did. They left the land. И они так и сделали, они In оставили the New землю. Testament, that is a picture of Jesus. И в Новом Завете это картина Иисуса. The judgment of God is on us. Суд Божий над нами. For all of us are sinners. Ибо все мы грешники. We are the seed of Adam. Мы семя Адама. But Jesus Christ, our Passover lamb, Но Иисус Христос есть наша Пасха. has died for us. Он умер за нас. But it doesn't end there. Но здесь не We have качается to это всё. accept what he has done. Мы должны принять то, что Он сделал. Shedding his blood on the cross. Он пролил кровь за And нас we на must кресте. apply it to our own lives.
И мы должны применить эту кровь в нашей жизни. and come under that protection. И выйти под And этой then защитой. God receives us and accepts us. И тогда Бог примет So нас. the Old Testament is full of pictures like that. И поэтому Старый Завет пол различных картин, подобных этой. The Israelites came out of Egypt then. Израильтяне вышли из Египта в это время. God miraculously brought them through a sea that separated them from the desert. Бог чудотворным образом вывел их, провел через море, которое раздвоилось, которое отделяло их от пустыни. In the Hebrew Bible, it's called the Yam Suf. И в еврейской Библии это называется Ям-Суф. The Yam Suf was this sea they went through, Ям-Суф — это то море, через которое они прошли. and God brought them to a mountain called Mount Sinai. И Бог привел их к горе, называемой Синай. And at that Mount Sinai, God made a covenant with the tribes of Israel. И на этой горе Синай Бог заключил завет с племенем These tribes were Израиля. the descendants of the man, Jacob or Israel, the grandson of Abraham. Эти племена были потомками Иакова, Израиля. Now, when we look at what God did with the Israelites, this covenant, Когда мы посмотрим на то, что Бог сделал с Израилем, на этот завет, it's one of the most important things in the Old Testament. это одна из самых главных вещей в Старом Завете. It is the heart of the Old Testament. Это как бы сердце Старого Завета. And this covenant is called in the New Testament, is called the Old Covenant. И этот завет в Новом Завете называется Старый Because the Завет, new covenant is in Jesus. потому что Новый Завет в Иисусе. Now, we mentioned already the idea of covenant relationship. Мы уже упоминали об идее завета и взаимоотношениях в This свете was a very завета. special kind of covenant. И это особый завет. Let me tell you a little bit about it. Позвольте мне немного рассказать вам о нем. Archaeologists have uncovered in different parts of the Middle East Археологи открыли в различных частях Ближнего Востока collections of documents from Old Testament times. документы, принадлежащие к старозаветнему времени. Documents of the kings of Old Testament times. Документы, говорящие, рассказывающие о царях старозаветнего времени. And in the country we now call Turkey, И в стране, которая сейчас называется Турция, which in Old Testament times was the land of the Hittites, и в старозаветное время это была земля хиттиян, they had a capital city called Hattusas. там в этой стране была столица, называемая Хаттуса. And archaeologists have discovered there thousands of documents И археологи нашли тысячи документов, which were treaties between the Hittites and other nations. которые являлись заветами, договорами, контрактами между Some хиттянами of и these другими were treaties народностями. between kings of equal power. Некоторые договоры принадлежали к царям аналогичной силы. For example, between the king of the Hittites and the king of the Pharaoh of Egypt. Например, между царем хиттиян и египетским фараоном. But others were a very special kind of treaty or relationship А другие документы отражали очень интересные взаимоотношения between или же the контракты great Hittite king между великим царем and the хиттиян kings of very little nations all around the edge of his country. и царями небольших царств, которые располагались в окрестностях этого царства. Now, we have discovered a lot since then Мы обнаружили очень that there много were с того very времени. similar arrangements, not only with the Hittites, but with the Assyrians and the Babylonians and other kings. Что аналогичные контракты были сделаны и с другими царствами, с сирийцами, с вавилонянами и так далее. It wasn't just the Hittites who did this, Это не только хиттяне, которые заключали эти контракты. but because we have so many documents of the Hittites, they're an easy example for us to use. Но поскольку очень много документов принадлежали хиттянам, нам легче использовать пример на них. We look at these documents, Мы посмотрели на эти документы. which were official political documents
которые являлись официальными политическими документами, international treaties международными договорами between the great powerful Hittite king между великим и сильным царем and the хиттян kings of little countries near him. и царями маленьких народностей, окружавших его царство. He would protect those countries, Он защищал эти царства. but he expected them to be loyal to him. Но он ожидал от них, чтобы они были верными ему. They depended on him. Они зависели от него. He said, I am your overlord, your Он protector. говорит, я буду вашим надзирателем, You вашим will not look to защитником. any other kings as protectors. Не ищите себе других царей для защиты. And because of this special relationship, И в силу этих особых we взаимоотношений will have all kinds of regulations and laws about our behavior. исходят различные положения, различные правила нашего взаимного поведения. We call it a suzerain vassal treaty, Мы называем это Suzerain Vassal which means Treaties. a treaty between a great king and one who was under his control. Это договор между великим царем и царем, который находится под его контролем. Now, what's interesting is this. И что интересно, это When следующее. we look at Exodus 19, Когда мы посмотрим на исход 19 глава, Exodus 20, исход 20 глава, Exodus 24, исход 24 глава, all of which describe the covenant made at Mount Sinai. все это говорит о завете, который был заключен на горе Синай. When we put all of that together, Когда мы все это соберем вместе, we have an almost perfect example of that kind of treaty. у нас почти в совершенстве копия такого рода договоров. It follows that form. Она следует той же самой форме. Why? Почему? Because God was again using their culture to say something important to them. Потому что Бог использовал их культуру для того, чтобы сказать нечто важное к ним. Let me give you some examples. Позвольте мне дать вам несколько примеров. This is what the Hittite king would say. Вот что сказал бы царь Хиттеев. First, his name and title. Прежде свое имя и свой титул. These are the words of the son Suppiluliumas. Это слова царя, The great сына king. Супилимима, The king of the Hatti land, царя земли Хиттеев, the valiant, the courageous, очень мужественных, храбрых, the favorite of the storm god. возлюбленных Богом шторма. Listen to these words, little king. Слушайте сии слова, You see цари. how I have protected you, Я вас защищаю, helped you, помогаю вам. be grateful to me. Будьте благодарны мне. I am your overlord. Я ваш господин. You will have no other suzerains, no other overlords except me. У вас не будет других господ, кроме меня. This is our relationship. И вот таковыми наши будут Now, in взаимоотношения. this circumstance, you will do this. Вот в таких-то обстоятельствах вы поступаете вот так. In those circumstances, you will do that, А в таких обстоятельствах вы делаете следующее. etc., etc. И так And so далее, it would и тому go on at подобное. great length. И вот таким образом это продолжалось. And then he would say, И затем он сказал бы, if you keep this, these blessings will be on you. If you break it, the cursings will be on you. если вы будете соблюдать это, благословение будет над вами. Если вы нарушите это, то проклятие будет над вами. But they would give the curses first, Но они сначала дают проклятие, and there would be lots of them. и много проклятий. All kinds of terrible things were going to happen to the little nation if they broke their word. Много ужасных вещей произошло бы над ними, если бы они нарушили это обещание. But if you keep this covenant, Но если вы будете соблюдать этот завет, there will be many good things that will happen to you. тогда очень много хорошего произойдет с вами. Then the little nation would make a promise. Тогда эта маленькая народность дает обещание, They would swear to do what was the right thing. они бы присягали делать все то, что обещали, The treaty would be written in documents, и тогда этот контракт или соглашение было записано в виде документа, and the documents would be put in a temple. и документ хранился в храме. Now, if you look at what God did with Israel, he did the same thing. Если вы посмотрите, Бог сделал то же самое с Израилем.
First, he identified himself. Прежде всего, он опознал сам себя. I am the Lord, Представил Yahweh, себя, говорит, я Бог, Господь, your Яхве, God. ваш Бог. I brought you out of the land of Egypt. Я вывел вас из земли египетской. You've seen what I did to the Egyptians. Вы видели, что я сделал с египтянами? With a mighty hand and an outstretched arm. Могущественной распростертой рукой. I carried you on the wings of eagles and brought you to myself. Я вывел вас, как на крыльях орла, и привел вас к себе. Now you will have no other gods except me. Теперь у вас не будет других богов, кроме меня. And now here are the detailed laws and regulations you must observe. И теперь детально все положения закона, которые And вам then необходимо you make соблюдать. a promise. Затем вы даете обещание. And the Israelites said, Израильтяне говорят, all that the Lord has said we will do. все, что Господь сказал, мы будем делать. God said, that's fine. Бог сказал, хорошо. Now there will be a sacrifice, Будет жертва, a written document. записанный документ. In fact, we read of two kinds of document. Мы читаем два рода We're told that документов. Moses wrote all the words of the Lord in a book of the law. И написано, что Моисей все слова записал в книгу закона. And then we also read that there were the 10 commandments on tablets of stone. Затем мы читаем, что на скрижалях были записаны 10 заповедей. And the tablets of stone were put into a box И эти скрижали завета были called the помещены box or the ark в of the ящик. covenant, И of the этот treaty. ящик назывался ковчегом завета. And that was put in the tabernacle and later in the temple. И этот ковчег завета был помещен в скинию, а позже в храм. Now, sometimes we talk about the 10 commandments. Иногда мы говорим о 10 заповедях. But really, we ought to talk about one principle and 9 commandments. Но в действительности мы должны говорить об одном принципе и о 9 заповедях. The first principle is no other gods except me. Первый принцип – не иметь иных, не поклоняться иным богам, кроме And меня. the 9 commandments follow. И потом следует 9 других заповедей. Now, why did God choose an international treaty? Почему Бог избрал международный договор? I think there were 2 reasons. Я считаю, по 2 причинам. The first is this. Первая причина следующая. When the Israelites went into Egypt 400 years before, Когда израильтяне 400 лет назад вошли в Египет, they were not a nation. они не были еще тогда народом. They were a family. Они были семьей. That's all. И это все. After 400 years, they had multiplied and become many people. 400 лет спустя они размножились, их стало много, But they were not a sovereign nation. но они не были сильным независимым народом. They were just Egyptian slaves. Они были просто рабами Египта. God brought them out Бог вывел их and was saying, now you are a community, и говорит, теперь вы общество, and I have a purpose for you. и у меня есть цель для вас. You must now act as a community. Вы должны теперь действовать как общество. If you like a what we would call a body politic, a nation. Или же, как мы иногда говорим, как народ, народность. And in accepting a treaty with God, И принимая этот завет с Богом, for the first time they were actually agreeing to something as a nation. первый раз они соглашаются исполнять нечто как народ. They were the people of God. Они были народом Божьим. They were saying we're not just a collection of individuals. Они говорили, что мы не просто собрание личностей. We have an identity together as a people in the covenant. У нас есть опознавание как людей, собравшихся вместе, как народ, как нация. The second reason Вторая причина. is that they were recognizing that God was sovereign. Они признавали Бога всемогущего и независимого. He existed independently of them. Он существовал независимо от них. They depended on him. Они зависели от Него. He did not depend on them. Он не зависел от них. He was the great king, the sovereign Lord. Он был великий царь, великий They Бог, had to do независимый what he said. Бог. И они должны были исполнять то, что Он говорит. Now, there was one other aspect of this. Это еще один аспект.
It wasn't just a matter of an international treaty. Это было не просто дело международного There was a контракта. detailed code of laws. Это были детальные положения, And again, we законоположения. find parallels in the Middle East, И мы находим параллели этим на Ближнем Востоке, in other nations. в других народах. For народностях. example, Например, there was the law code of Hammurabi, king of Babylon, был, например, закон, написанный для about Хаммураби в Вавилоне. 1750 BC. Это было сделано в 1750 году до новой эры. There was the code of Bilalama, an Amorite king of Eshnunna, Был код законов Билалама, Амареев, царя About 1885 Ишнуна в 1885 году до рождения Христа. and there were the laws of Lipit Ishtar, king of Isin, Законы Липет Иштара, царя Исина, about 1875 приблизительно before в Christ. 1875 году до новой Now, эры. that's not surprising, Это неудивительно, because those were ancient nations in the Middle East, and so was Israel. потому что это были народности на Ближнем Востоке, также точно и Израиль принадлежал к ним. But there are differences also. Но существовали и Just one различия. difference is this. И одно из различий следующее. The other ancient law codes punished people according to their rank in society. Других народностей законы наказывали людей согласно их рангов, которые они A установили в обществе. slave or servant could be treated very badly. Например, раб, к нему относились очень плохо. A powerful man might just pay a fine. И сильный человек мог только заплатить штраф, отделаться Not in штрафом. Israel. В Израиле Under God's law, every person was treated exactly the same. под законом Божьим все ко всем относились одинаково. Now, do the laws of the Old Testament apply to Christians? Законы Старого Завета, применимы ли они к христианам? I want us to have a look at a little diagram which I've drawn. Я бы хотел обратить ваше внимание на диаграмму, которую я нарисовал. And I think it will give you a clear answer to this question. И я думаю, что она поможет дать вам ясный ответ на этот вопрос. Some people try to say that none of the Old Testament laws apply to Christians. Некоторые пытаются сказать, что ни один из старозаветных принципов не применимы к сегодняшним христианам. Some people try to say that all of the Old Testament laws apply to Christians. Некоторые пытаются сказать, что все принципы Старого Завета применимы к христианам. Let me give you an example. Позвольте мне вам привести пример. If we look at Deuteronomy chapter 22, Если мы посмотрим на Второзаконие, 22 глава, verse 8 says this. 8 стих говорит следующее. When you build a new house, then you shall make a parapet for your roof, that you may not bring guilt of bloodshed on your household if anyone falls from it. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Now, let's look at the diagram. Давайте посмотрим на диаграмму. There was the law. Был Build a parapet around the roof. закон построить перила вокруг крыши But дома. let's see the culture. Давайте посмотрим культуру. In ancient Israel, people used to even sleep on the roofs of their houses. В Древнем Израиле люди раньше спали на крыше дома. The weather was warm, Погода теплая, and through the summer it was dry. и летом была сухая погода. If there was not a parapet around the roof, somebody could fall off the roof, especially in their sleep, turning over and be killed. И если не будет ограждения вокруг, кто-нибудь мог упасть во сне и убиться. So look at the left side of the screen. Давайте посмотрим на левую часть экрана. We see the law in its culture, Мы видим закон в культуре, but that shows us something in God. но это показывает нечто в Боге. God says, I care about people, Бог говорит, я забочусь о своем народе. and I care about their safety. Я забочусь о их безопасности. Now, I'm from England originally, Я из Англии. and we have a lot of rain. У нас очень много дождей.
So we don't sleep on the roofs of our houses. Мы не спим на крышах домов. Most of our houses have very pointed roofs like this, Большинство из наших домов очень крутые крыши and имеют. people do not go onto those roofs. И люди не ходят по этим крышам. So why build a parapet around it? Поэтому нет необходимости строить Does it apply перила to вокруг. us? А это применимо к нам? No. Нет. But the principle applies. Но принцип применим. We do drive cars. Мы ездим на автомобилях. If we're driving motor cars, Если же мы едем на автомобиле, there is no law about them in the Old Testament. нет закона относительно этого в Старом Завете. But they didn't exist then. В это время автомобили не существовали. But the principle of making things safe to care for other people's safety is important. Но принцип, который применим был для того, чтобы сохранить безопасность людей, очень важен. If I care about people the way God cares about people, Если же я забочусь о людях так, как Бог проявлял свою заботу о людях, then I will make sure that I have good brakes, тогда я должен буду следить за тем, чтобы были хорошие the steering тормоза, is safe, хорошее безопасное рулевое управление, and the car works properly. и чтобы автомобиль работал So правильно, you see, what исправно. we've done is we've come back from the same principle in God through my culture to arrive at a new law. Что мы делаем? Мы берем, используем Божьи принципы в Старом Законе и приносим их, и применяем их, the проходим New через новую Testament. культуру, применяем их в сегодняшнем дне. In Romans 13, Римлянам, 13 глава. the Apostle Paul says love is the fulfillment of the law. Апостол Павел говорит, что любовь – это исполнение закона. Now, what does he mean by that? Что он имел в виду этим? Does he mean that if I just have a nice warm feeling about people inside me, I can do whatever I want? Значит ли это, что если я имею хорошее чувство по отношению к людям, значит я могу делать все, что хочу? Нет, He's not saying that. он не говорит этого. He's saying if I care about people the Он way говорит- God cares about them, Он говорит, если я проявляю заботу о людях так, как Бог проявляет заботу о людях, then I will automatically do the right thing. тогда я автоматически буду делать так, как должно, делать It то, что doesn't have to be надлежит. written down, do this, do this, do this. Не обязательно записывать все в деталях. Делай так, делай так, делай так. God is love. Бог есть любовь. If my heart reflects the love of God, Если мое сердце отражает любовь Божью, I will always do the right thing for other people too. я буду всегда делать то, что должно для остальных людей. And so love will actually fulfill the law. И любовь практически исполнит закон. Not the letter of the law, Не буква закона. which, if we get legalistic about it, will be killing us. И если бы мы очень скрупулезно юридически But the относились к spirit этому, of the law, то это бы which убило actually brings нас. life. Но дух закона, он приносит жизнь. Now, some people have said, if you look at the Old Testament, Некоторые говорят, если вы посмотрите в Старый Завет, the Ten Commandments apply to Christians and all the other laws do not. 10 заповедей применимы к христианам, а все остальные законы неприменимы к христианам. Really, you cannot say that. Фактически нельзя этого Because there are сказать. other things that are mentioned in the law that are not in the Ten Commandments. Потому что есть другие вещи, которые упоминаются в законе, которых нет в 10 заповедях. And these things are also condemned in the New Testament. И эти же самые вещи также осуждаются и в Новом Завете. The Old Testament said in the law, Старый Завет в законе говорит, you must not get involved in the occult, in magic. вы не должны принимать участие в волшебстве. That's not in the Ten Commandments. Этого не записано в 10 It's in the other заповедях, laws. но есть и не в других But in the законах. New Testament, Но в Новом законе the Apostle Paul says exactly the same thing. апостол Павел говорит то же самое. In the Old Testament law, В законе Старого Завета it said that, for example, sexual relationships were wrong. например, осуждается взаимоотношение мужеложества, In the New Testament, гомосексуальные взаимоотношения. И в Новом the Apostle Завете Paul says the same things to Christians. апостол Павел говорит то же самое христианам. But it's not even mentioned in the Ten Commandments. Но в 10 заповедях об этом даже не упоминается. So we cannot say that it's just the Ten Commandments that apply to Christians and nothing else. Поэтому мы не можем сказать, что только 10 заповедей применимы к христианам,
а все остальное неприменимо. The Old Testament says adultery is wrong, the New Testament says adultery is wrong. Старый Завет говорит, прелюбодеяние – это грех, и Новый Завет говорит, прелюбодеяние – это грех. But has anything changed in terms of culture with regard to that? Но что-нибудь изменилось по отношению к культуре в этом отношении? No, it was a basic human relationship. Нет, это основные человеческие взаимоотношения. God's building block for human society is the family. Бог ставит краеугольным камнем в человеческих взаимоотношениях это семью. And in the New Testament. В Старом Завете и в Новом So Завете. it's important to look at the law, Очень важно посмотреть на закон, look at the culture, посмотреть на культуру see if there is a significant difference, и посмотреть, есть ли значительная разница. the principle which is reflected, Принципы, отражаемые ей, what God says in the New Testament, что Бог говорит в Новом Завете, and by interpreting Scripture by Scripture, и истолковывая Писание Писанием, we can easily see the things which do apply today and the things which were simply an expression of their culture. мы можем легко увидеть вещи, которые применимы сегодня, и вещи, которые просто выражают культуру того времени. Well, I hope this helps you to understand some of the laws of the Old Testament. Я надеюсь, что это поможет понять некоторые законы Старого Завета. The next time we come together, we're going to look at some of the sacrifices in the tabernacle and temple in the Old Testament. В следующий раз, когда мы соберемся, мы поговорим о скинии и о жертвоприношении. And we'll see how they foreshadowed the coming of Jesus Christ. И мы увидим, как они являются тенью будущего, тенью пришествия Иисуса Христа. So, God bless you. We'll see you then. Пусть Господь благословит вас, и увидимся на следующем уроке.